Любите привозить с рыбалки щуку или карпа? Вот она, рыба моей мечты, вот она, вот она! Я тоже. А что насчет, уж совсем экзотических рыб, за которыми, несмотря на их баснословную сумму, гонятся коллекционеры? Если вам уже приелись рыбы в соседней речке, то давайте же рассмотрим самых экзотических и дорогих рыбок в мире. Номер 10. Карп-кой. Рыбка именно этого вида, причем в длину более метра, была выкуплена на рыбном аукционе за 1 миллион 700 тысяч долларов, став самой дорогой в истории. А ее обычная стоимость составляет примерно 5000 долларов. Чем больше и необычнее экземпляр, тем выше стоимость. Думаю, каждый из нас хоть раз ее видел, ведь это наиболее популярная прудовая рыбка во всем мире, особенно в Японии. Ее еще иногда называют парчевым карпом. Она может достигать 1 метра в длину, а самым старым был старичок по имени Ханака, возрастом 226 лет, но обычно они живут около 50 лет. Круто, можно будет, если что, передать по наследству вместо черепахи. Этот гигант-долгожитель имеет 80 цветовых вариаций. Разумеется, с такими габаритами они требуют просторный пруд для проживания с минимальной глубиной 140 см и температурой плюс 4 градуса по Цельсию. Также они способны запоминать до 20 команд, внешность хозяина и иметь собственный характер. При этом они невероятно дружелюбные, ведь позволяют даже погладить себя по спинке и берут корм с рук. Не зря само слово «кои» созвучно японскому слову, означающему «любовь и привязанность». А хладнокровие, которое проявляют карпы в ожидании своей участи на кухне, настолько впечатлило японцев, что они стали главным символом праздника мальчиков, ежегодно отмечаемого 5 мая. Стоит отметить, что карпом считается только та рыба, которая прошла не менее 6 селекционных отборов, после чего ей присваивается определенная категория. Номер 9. Рыба-булыжник. Любите ходить по гладким камушкам на море? Будьте осторожны, ведь при прогулке по дну можете ненароком наступить на невероятно ядовитую рыбу мбу, способную убить вас за несколько часов. Почему у нее такое странное название? Просто это имя ей было дано африканцами, а с их языка мбу переводится как булыжник. И не зря, ведь в обычных условиях она по цвету сливается с булыжником. Помимо шипов, яда и маскирующей окраски, хитрая рыбеха, встречаясь лицом к лицу с опасностью, начинает раздуваться в течение нескольких секунд. При этом этот наглец в засаде может достигать 75 сантиметров. Он настолько ядовит, что совсем не употребляется в пищу. Но, как выяснили ученые, сама рыба-булыжник вырабатывать яд не может. Она лишь накапливает его, поедая токсичных ракообразных моллюсков. Если она станет жить в аквариуме, то со временем потеряет свою ядовитость. Стоит этот хитрец до 1500 долларов. Номер 8. Тигровый сом. Тигровый сом Миродонтодус, ох уж эти мудреные латинские имена, это не только одна из самых дорогих рыб, но еще и редкий аквариумный житель. Единственное место, где этих красивых плавающих присосок можно обнаружить – пороги водопада на реке Рио-Мадейра в Бразилии. Зная о такой ценности, власти Бразилии запретили вывоз тигрового сома из страны. Но некоторые богачи могут стать обладателями этой престижной рыбы. Хотите им стать? Тогда приготовьте примерно 950 долларов. Но учтите, что это отнюдь не кроха, и длина тигрового сома колеблется от 24 до 60 сантиметров в длину. Так что вам могут продать валютку, которая потом превратится в жируна, и вы попросту не будете знать, куда его деть. И я не зря назвала его жируном, ведь он может съесть всех невнимательных обитателей аквариума, если они поместятся у него во рту. Сом просто опять кого-то сожрал. Он аж двигаться не может. Быстро вы от его рта присоски не отлипнете, ведь он живет в аквариуме от 5 до 15 лет. Номер 7. Рыба-бабочка. Блин, какая нафиг бабочка? Это вообще рыбонька с железным окрасом и яркими полосами по бокам. К тому же вырастает до 15 сантиметров в длину и живет до 6 лет. Вообще, сама по себе, это хитрая жопка, так как она обзавелась удобной формой тела. Высокая и сильно сжатая боков, оно позволяет ей ловко маневрировать в лабиринтах коралловых рифов. Требую, чтобы с ней сняли фильм «Плавающий в лабиринте». Обитает она в Тихом океане и чаще всего встречается у берегов Японии.
Однако ее распространение за пределами Японии ограничено, ведь она занесена в Красную книгу вымирающих видов. Но не тут-то было. Рыбоводы и коллекционеры готовы заплатить более $2700, если захотят заполучить рыбу-бабочку в свою коллекцию. Номер 6. Арапайма. Арапайма, или гигантская арапайма, или бразильская арапайма, или пираруку, или пайча. Да кто она вообще такая? А я отвечу, это гигантский жирун, ведь она является самой крупной пресноводной рыбехой, которая способна достигнуть длину 4,5 метров и весить до 200 килограмм. А еще она питается рыбами и даже птицами. Но если захотите ее покормить, не поступайте, как этот парень. Ее естественная среда обитания – воды Амазонки, в которых довольно мало кислорода, за счет чего она научилась дышать и задерживать дыхание, поднимаясь за новой порцией кислорода раз в 20 минут. Звук заглатывания кислорода этим гигантом слышен на большом расстоянии, а стоимость этой крошки составляет каких-то $8000. Позволить себе их могут только те коллекционеры, у которых имеются аквариумы огромных размеров. Так что в основном увидеть их можно в океанариумах и водоемах зоопарков. В неволе она способна прожить до 10 лет. Номер 5. Ладофинский баслет. Рыбонька, можно с вами познакомиться? Не лезь! Тебя сожрет! Ведь это самый настоящий хищник глубин Атлантического и Тихого океана. Он настолько агрессивен, что не терпит соперников на своей территории, так что лучше держать их поодиночке. Но благодаря своим отличным цветовым данным она становится настоящим украшением любого аквариума. Длина ладофинского баслета не превышает 15 сантиметров, а цена этой кровожадной красавицы – $10 000. Номер 4. Золотой баслет. В принципе, он очень схож с предыдущим героем, однако окрас этого молчаливого обитателя коралловых рифов имеет ярко-оранжевый цвет, а глаза тем временем имеют голубой окрас. Этот вид известен еще с 1860 года, но как аквариумный заложник известен с 2011 года. Они очень выносливы и быстро привыкают к жизни в аквариуме, однако их невероятно трудно достать, так как они обитают на большой глубине и прячутся в трещинах рифов. От этого в продаже они появляются крайне редко, а их цена достигает $6000. Номер 3. Платиновая аравана. Этот вид – самый настоящий старичок, ведь он является одной из самых древних рыб на Земле. Длина этой красотки может достигать 80 сантиметров. Как думаете, чем она может питаться? В своей среде обитания она с удовольствием хрумкает насекомых, которых ловит на лету, выпрыгивая из реки. А еще любит грызть мелких рыбешек и моллюсков. Поселенная в аквариум аравана охотно берет корм из рук хозяина. Хотели бы завести ее вместо собаки? Вынуждена вас чуть-чуть огорчить, ведь ее цена колеблется от 80 до $400 000. Редчайшая платиновая аравана идеально равномерного окраса находится в частной коллекции. Ее стоимость оценивают в $400 000, но владелец объявил свою аравану бесценной и заявил, что не расстанется с любимицей ни за какие деньги. Номер 2. Морской мятный ангел. Эх, что-то мятной жвачки захотелось. Этот редкой красоты ангел давно покорил мир своим фантастическим внешним видом. Его очень сложно найти, так как только действительно талантливые дайверы способны поймать малышек за их верткую жопку и доставить заказчику в целостности и сохранности. Общество знает только 2 мятных ангелов, которые живут в аквариумах богачей. Одного из них продемонстрировали в 2012 году. Стоимость красавца составляет $30 000. Номер 1. Скат Моторо. А его можно поставить вместо мотора в машину? Увы, нет. Даже в обычном домашнем аквариуме это чудо содержать невозможно, ведь он может вырастать до 1 метра в длину, а в их хвосте имеется ядовитый шип. Но любителей экзотики это не остановило, и в последнее время именно скаты стали одними из самых популярных рыб, которых желают приобрести коллекционеры. На удивление, они хорошо подходят для разведения в неволе. Их окраска и плавные движения завораживают, но стоимость такого удовольствия колеблется от 50 до $200 000. Интересно, что это редкая рыба, и ее отлов запрещен, поэтому некоторые предприимчивые ученые разводят их в своих лабораториях. Да ну нафиг, заведу лучше старую добрую золотую рыбку и куплю ее в зоомагазине возле подъезда. А этих плавающих буржуев предоставим богачам.